Ну что, TP-Link Archer AX10 Wi-Fi 6 роутер на канале Технозон. Поехали. Ну что, Wi-Fi 6 очень плотно вошел в нашу жизнь, и за пару месяцев мы получили очень много роутеров, очень много устройств, поддерживающих Wi-Fi 6. И в частности TP-Link выпустила свою линейку AX, мы видели уже AX10, вот держим, есть еще и AX20 и AX50. Вот очень хочется их тоже попробовать, мы, наверное, будем двигаться в эту сторону. В данном случае это самый бюджетный Wi-Fi 6 у TP-Link, и насколько он бюджетен, вы можете узнать по ссылке в описании под видео, можете перейти посмотреть на ссылочку, на цены, уже там посмотреть, что они предлагают за эти деньги. В частности, что же такое этот самый Wi-Fi 6 TP-Link? Давайте его распечатывать. Здесь они, конечно, понаписывали много. Они здесь написали, что здесь трехъядерный процессор до 1,5 ГГц, это Cortex ARM A7. И вы знаете, с таким решением, к сожалению, 160 МГц здесь поддержки не будет. Но здесь есть поддержка 2x2 MU-MIMO, есть у нас 5 ГГц, есть 2,4 ГГц и общая вот пропускная способность, как они, знаете, стандарт скорости AX 1500. Это значит 300 мегабит у нас на connection speed на 2,4 ГГц, все остальное на 5 ГГц. Давайте уже открывать, не будем долго вещать про этот роутер, будем смотреть в реале, что же он из себя представляет. Откладываем коробочку, инструкции, какие-то бумажечки. Есть у нас с вами блок питания. Блок питания 12 вольт 1 ампер, достаточно стандартный. И вот такой вот роутер. Вы знаете, он симпатичен. Он мне очень симпатичен. Конечно же, удешевление. То есть, дело в том, что TP-Link свою линейку выпустила под девизом Wi-Fi 6 в каждый дом. И все-таки вот это вот удешевление имеет свои последствия в плане того, что в AX10 вы не найдете ни одного USB-порта. Кстати, в комплекте есть еще вот такой вот патч-корд, но нам он не интересен. Нет ни одного USB-порта, но есть у нас с вами WAN, 4 LAN-порта, все по 1000 мегабит, честные 1000 мегабит. Есть кнопка включения, есть у нас кнопка Reset, есть WPS и больше ничего у нас в данном роутере нет. Есть 4 антенны, которые вращаются во все стороны, насколько они нам позволят достичь хорошего результата, мы с вами протестируем. Что мы сегодня будем тестировать? Мы его подключим на гигабитную линию и протестируем его Wi-Fi на Wi-Fi, Wi-Fi на LAN, Wi-Fi на WAN, на внешний сервер. И погоняем между Wi-Fi, погоняем по Magic iPerf, погоняем через спид-тест на наши внутренние сервера и поймем, насколько он хорош. Ну и, конечно же, мы посмотрим на интерфейс управления, но я вам скажу, что он в одном ценовом диапазоне, например, с тем же самым Kinetic Speedster. А там, конечно же, панель управления вообще сумасшедшая. Но при этом Kinetic Speedster не является 802.11ax роутером, а этот все-таки 802.11ax стандарт. Что ж, не будем долго разглагольствовать. Сами выводы мы с вами посмотрим уже после тестов. Давайте идем подключать. Кстати, он весь в диффузорах охлаждения, не должен, в принципе, сильно греться. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные видосы, а также участвуем в акциях. А акции у нас простые, просто достаточно быть подписчиком и нажать колокольчик. И ссылка на условия очередной акции лежит там внизу в описании под видео. Идем, участвуем. Там же, в принципе, ссылка и на этот роутер. Ну а сейчас я говорю вам хавабанг, ребята. Это же бубльгум. Поехали. Вы знаете, я уже с ним поигрался, потестировал, но я должен показать вам, как это все работает. Начнем мы с моего лэптопа. Он подключен сейчас по Wi-Fi 5 ГГц через Wi-Fi 6. Получается адаптер, который стоит в этом лэптопе. Здесь стоит Intel AX200. И мы стартуем с тестов на лэптопе, потом на смартфоне, а потом уже начнем гонять между сетями. Wi-Fi показывает у нас через спид-тест на внутренние сервера 413 на загрузку и чуть больше, сейчас посмотрим, набирает скорость 400 на выгрузку. Ну, достаточно, нормально больше. То есть это у нас Wi-Fi 5 ГГц. Мы сейчас даже больше 500 на выгрузку. Мы сейчас проведем еще раз, потом через iPerf, а потом уже переходим на смартфон, на OnePlus 8, на OnePlus 8, который у меня тоже с 802.11ax. Вот мы видим, тоже стартует 400
60. Это, кстати, хорошо. Это хорошие показатели для 5 ГГц, особенно вот в таком исполнении. Достаточно бюджетный роутер. 400 с чем-то на выгрузку. Вытянет еще раз больше 500. Вытягивает. То есть показатели стабильны. Переходим в Magic iPerf. Я уже тестировал. Давайте на внешний мир. Сейчас мы тестируем на интернет. И на 60 потоков мы получим. Давай. Поехали. 667, 828, 815, 808, 801, 722. Ребята, вдумайтесь, цифры. 859 проскакивает. 774 на 772. Мы получаем с вами Wi-Fi. Это шикарно. Давайте еще раз для чистоты эксперимента, чтобы у нас подтвердились тоже такие же цифры примерно. И будем уже переходить на другие девайсы. 858, 671, 844, 818, 603, 540. То есть, ну, конечно же, Wi-Fi гуляет, да, плюс загруженность серверов 680 на 678. Суперово. Давайте мы подключим сразу его к LAN RJ45. Тестируем с вами 1000 мегабитный WAN и LAN, в том числе порты. Тестируем сначала через спид-тест. То есть у нас здесь чистый гигабит, мы как бы это понимаем. Ну, само собой, у меня здесь сейчас на здании отобрана чуть-чуть скорости, на других пользователей все остальное отбираем мы. 745 на загрузку и почти 600 на выгрузку. Ну, есть как есть, все-таки мы не можем повлиять, но давайте мы с вами увеличим количество потоков и проверим, что у нас на внешний мир покажет Magic iPerf. Я думаю, он покажет больше результаты. И пошло-поехало. 768, 733, 779, 749, 768. Ну, сейчас такая скорость. Было 800 на Wi-Fi. Можем увеличить количество потоков до 60. Попробуем. На 40 потоках вытягивает столько. На 60 поехали 801, 786, 773. То есть, по сути, у нас Wi-Fi уперся в потолок нашего канала, который сейчас есть, который сейчас отдается. То есть, Wi-Fi прыгал до там 800 мегабит. Вот, в принципе, я думаю, что Wi-Fi дошел бы до гигабита железно. Мы видим 433 на загрузку и почти 800 на выгрузку. Но я вам скажу, есть один секрет. Дело в том, что такая штукенция у меня заработала после того, как я отключил опцию OFDMA, которую они заявляются. Вот сейчас я вам покажу в переводе, как это звучит. Это функция, которая позволяет нескольким пользователям передавать данные одновременно, что значительно повышает скорость, эффективность. Отмечено, что только тогда, когда ваши клиенты также тоже поддерживают OFDMA, вы сможете в полной мере воспользоваться преимуществами. Мы отключили, у нас пошло. С ним вот ни хрена Wi-Fi нормально не работает. То есть нам пришлось OFDMA отключить. Поэтому давайте включим, кстати, русский язык, если он здесь есть. Да, есть русский язык, отлично. Ну, к панели управления мы вернемся немножечко позже. Поехали тестировать iPerf на нашем смартфоне, для того, чтобы вычислить максимально возможную скорость. Стартуем. Пошли соединения генерироваться на 60 потоков. Давайте, поехали. 859, 903, 837, 759, 746, 705, 702. Слушайте, ну отлично. 855 на 738. Проверяем еще раз. А потом максимально мы сделаем с вами Wi-Fi to LAN. То есть мы поднимем с вами сервачок и потестируем. Но опять вот 970, 960. То есть мы под гигабит получаем с вами Wi-Fi 5 ГГц на Wi-Fi 6. 926 на загрузку, 794 на выгрузку. То есть тут уже, ну, это действительно очень круто. То есть Wi-Fi работает неплохо, но вот эту вот хрень надо отключать. Давайте мы с вами поднимем здесь серверочек, самый обыкновенный серверок, подняли. И протестируем то же самое, но только вот на компьютере. У нас он сейчас подключен через LAN. 192.168.0.185. Поехали. И смотрим. Wi-Fi to LAN у нас выдает так, 779, 769, 722, 720, 714, 731. Достаточно стабильные результаты, кстати, ну, нормально. На внешний мир выдает лучше. Wi-Fi to WAN выдает лучше, серьезно вам говорю. 631, 650, 680, 686, 762, 774. Короче, результаты примерно одинаковые. 788 он выдает, 722 на 720.
Но мы теперь должны с вами еще протестировать Wi-Fi to Wi-Fi. Это все мы работаем с вами в 5 ГГц Wi-Fi 6. Поехали. 239, 198, да, режет достаточно сильно. Wi-Fi to Wi-Fi 5 ГГц на 5 ГГц здесь режет больше, чем в половину. Обычно для хороших роутеров, для более дорогих, это составляет 50, от 40 до 50% от общей производительности Wi-Fi. То есть здесь он должен был быть где-то 300-400 мегабит. Но он режет почти в половину, поэтому имеем, что имеем. На данном этапе мы с вами должны еще протестировать. Мы возвращаем LAN-порт. И я сейчас пройдусь за 3 стены, плюс у нас там еще и металлическая дверь, это 15 метров от роутера, и протестирую, насколько у нас падает производительность на Wi-Fi 5 ГГц. Почему? Потому что у многих же он не стоит, как у меня, допустим, в пределах там, 5 метров, и никто так не тестирует. Поехали, протестируем на скорость. Сейчас я вернусь. Ох, вы знаете, вернулся. Результаты неплохие. Почему? Скорость сети на таком расстоянии 15 метров, 3 стены, из них одна металлическая дверь и при этом одна капитальная. У нас 5 ГГц варьировал от 214 мегабит на загрузку до 90 падал, 90-214, и на выгрузку тоже 90-146. Это неплохо. Это все достигается благодаря бимформингу, который позволяет, скажем так, модулировать ваш сигнал, то есть его реконфигурировать через те 4 антенны, которые у него есть, для того, чтобы он в этом месте был максимально сильным. Но при этом это падение, то есть вы понимаете, с 900 мегабит до 200, но это такое дело. Любой роутер будет падать на таком расстоянии с такими препятствиями. Мы это тестируем. Давайте протестируем с вами теперь 2,4 ГГц. Для начала на спид-тесте тестанем. Давайте, поехали. 2,4 ГГц слабоват. Слабоват, говорю сразу. 30 мегабит. У меня на смартфоне, по крайней мере, так показывает. Но мы же знаем, за чего мы его брали. 5 ГГц нам надо. Но вот 40 мегабит на загрузку в 2,4 и 80 на выгрузку. Вот как-то мне вообще не понравился здесь 2,4 ГГц. Я вообще считаю, что за такие деньги лучше, конечно же, взять китайский роутер, что-нибудь типа AX6 от Redmi, либо добавить немного денег и взять AX3600. Давайте через тот же Magic iPerf попробуем то же самое. Протестируем его просто как сервер и через наш стационарный компьютер пробуем 137, 41, 65, 58, 53, 51, то есть 2,4 здесь, вот такой вот среднячок ниже среднего даже, вот я скажу. Хорошо, мы с вами с Wi-Fi закончили, вот есть как есть. Давайте быстренько с вами пройдемся по консоли управления, она достаточно скудная. Мы имеем вкладку «Схема сети», «Интернет», где мы выбираем тип подключения: динамический, статический, можем подключаться через PPPoE, через L2TP и через PPTP, вот так вот. В беспроводном режиме мы просто, здесь есть базовые настройки, мы отключили OFDMA, потому что он плохо работал через OFDMA, 5 ГГц проваливался до 20 мегабит, мы об этом предупреждаем, то, что это надо отключить, не очень хорошо работает. Он поддерживает WPA3 в миксованный режим. У него с каналами, сейчас я вам покажу каналы, в дополнительных настройках у нас есть быстрая настройка, есть состояние сети. В настройках интернет мы можем все то же самое использовать, MAC адрес клонировать, можем включить NAT. В разделе LAN мы можем управлять IP адресом, вернее его диапазоном. Есть поддержка IPTV. То есть у нас есть поддержка EIG, и есть поддержка мультикаст, DHCP сервер есть, DDNS есть и маршрутизация. Мы можем прописать с вами список статических маршруток. TP-Link ID — это у нас штука, которая позволяет управлять сетью удаленно через приложение Teaser. Плюс у нас есть беспроводной режим, где можно настроить, допустим, ваш Wi-Fi 6 роутер именно для использования сетей Wi-Fi. И здесь у нас есть шифрование AES. Для 2.4 у нас есть только WPA2. Мощность передатчика можем регулировать. Ширина канала 20 и 40 выбирается. Нет миксованного 20/40. Вот так вот. И каналы у нас с 1 по 13 в 2,4 ГГц. Для
5 ГГц, у нас каналы с 36 по 48. Мощность передатчика регулируется, и есть режим у нас BGN и AX, есть только AX, и есть у нас AN и AC. Вы можете отключать по факту Wi-Fi 6. Ну и ширина каналов 5 ГГц, как мы видим, есть 80, 20 и 40, то есть 160, как я уже с самого начала говорил, мегагерц здесь нет. Есть возможность установить гостевую сеть, расписание беспроводного вещания есть, WPS, дополнительные настройки у нас здесь есть, различные тонкие настройки беспроводной связи, есть раздел NAT переадресации, перенаправление портов, порт триггеринг, есть UPnP и демилитаризованная зона поддержка. Родительский контроль присутствует, ну такое, знаете, ограничивайте время в сети, проверяйте историю посещения интернета, приоритизация данных есть, где мы можем с вами включить входящую пропускную способность, исходящую, ну то есть мы включили приоритизацию данных и все, а дальше что? Дело в том, что приоритизация данных вообще подразумевает под собой приоритизацию именно интернет-соединения. В защите есть межсетевой экран, здесь самые элементарные варианты защиты. Есть поддержка шлюза уровня приложений, есть VPN-сервер, OpenVPN, PPTP, есть поддержка IPv6, и в разделе «Система» у нас есть обновление. Кстати, мне сразу пришло обновление, как только я его включил. Есть резервное копирование, администрирование в виде замены паролей и каких-то там локальных управлений, системный журнал, диагностика, время, язык, перезагрузка, LED-индикатор и рабочий режим. Вот больше ничего нет. И знаете, вот в таком варианте мы с вами закончим тесты этого роутера и будем резюмировать. А резюмировать нам есть что. Мы с вами за эти деньги, которые вы смотрели уже по ссылочке, получили роутер Wi-Fi 6 элементарный, у которого Wi-Fi при определенных условиях лупит до 900 мегабит. Есть какая-то непонятка при работе с OFDMA, которые они заявляются как преимущество, то здесь у нас вот есть непонятки, она плохо работает, с ней плохо работает Wi-Fi, он проваливается, мы это подтверждаем. В целом при ее отключении Wi-Fi роутер начинает работать отлично, мы получаем до 900 мегабит на Wi-Fi 6, на Wi-Fi 5 ГГц. У нас LAN RJ45 1000 мегабитные порты работают на 1000 мегабит, как и WAN, мы это тоже подтверждаем, тестировали на внешний и на внутренний. Бимформинг нам позволяет добиться достаточно хорошего покрытия, в том плане, что на удаление 15 метров через 3 стены, одна из них капитальная, плюс металлическая дверь, позволяет добиться падения не более чем на 70-80%, что хорошо для таких роутеров 5 ГГц. Другие роутеры показывали даже несколько худший результат. Но при этом я вам скажу, я бы советовал рассматривать что-нибудь китайское. Почему? Потому что здесь 16 гигабайт постоянной памяти, 256 гигабайт флеша, что не позволит в конечном итоге сделать сюда, наверное, нормальную прошивку, установить дополнительные модули какие-то. Поэтому мы бы советовали из Wi-Fi 6 рассматривать, да, если вы по месту хотите купить, это нормальный вариант. Чисто такого начального уровня, без USB портов, без каких-либо вариантов, то есть там установили, настроили, забыли и пользуетесь им. А если хотите нечто поинтереснее, подешевле, то совет рассматривать AX6, у него есть 160 мегагерц, которых здесь нет. Совет рассматривать, допустим, AX5, это будет еще дешевле, но там 160 МГц нет. Дело в том, что там есть mesh-системы, именно возможность устройства mesh-системы, а здесь мы упоминания mesh не нашли ни при каком раскладе, поэтому мы как бы нейтрально к нему относимся, мы не говорим, что это плохой роутер, но мы считаем, что за деньги меньше можно найти варианты лучше. Вот так вот. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребята.